Здравствуйте, меня зовут Вера Корнилова. Я нахожусь в Москве в своем магазине «Мама мыло». Как сделать мыло под нарезку в виде апельсина, я показывала еще в своей первой книге в далеком 2009 году. Но сегодня я покажу улучшенный вариант 2.0. Нам понадобится основа прозрачная, белая, оранжевый пигмент, эфирное масло апельсина и пластиковые стаканчики. Давайте приступим. Начинаем с прозрачной. Режем примерно 200 грамм и греем в микроволновке. Нагретую основу нужно покрасить. Палочка-мешалочка. Ароматизировать. В моем случае это эфирное масло. Можно использовать и ароматизатор. Отлично. А теперь выливаем все это в пластиковый стаканчик. Ждем, пока застынет. Основа застыла, но она еще достаточно мягкая. Теперь нужна деревянная шпажка и нужно найти серединку. Это ответственный момент, не торопитесь. Так, допустим, что серединка у нас вот здесь. Я протыкаю и довожу до середины, до самого дна. Ну, да, похоже примерно серединку. Итак, даем остыть окончательно, потому что я почувствовала, что там внутри еще жидко. Не торопимся. Можно доставать. Мыло, похоже, застыло. Одноразовый стаканчик я снимаю. Так, вот у нас есть цилиндр с дырочкой. В изначальной технологии это делается следующим образом. Нарезаем на сектора, устанавливаем их идеально ровно и заливаем белой основой. Но тут есть маленькая деталь. Идеально ровно скользкие маленькие секторочки, сбрызнутые спиртом, установить очень сложно. Если вы это хоть раз делали, это незабываемое ощущение. Поэтому поступаем проще. Мы не режем до конца. Мы режем сектора. Дырочку я сделала для того, чтобы мне легче было найти сердцевинку. И я буду целиться к сердцевинке и нарезать на сектора, останавливаясь рядом с палочкой. Вот палочка мне будет мешать прорубить до конца. Приступим. Начинаем к сердцевинке. Режем. И остановились. Поворачиваем. Так. Вот таким образом. У нас до конца разрез не достает. И чтобы разрез был более широким, берем тупую часть ножа и проводим еще раз. Мы расширяем этот прорез, чтобы он по всей длине был заметным. И так делаем до того момента, как весь апельсинчик будет нарезан. Но и это еще не все. Можно внести небольшое улучшение. Взять нож поострее, этот лучше. Срезаем краешки со всех долек. Вот что у меня получилось. Все уже нарезано. То есть по краям я срезала небольшие треугольнички. В серединке у меня круглая дырочка. И все это держится вместе. Самое время заняться белой основой. Порежем
нагреем и зальем. Отправляем в микроволновку. Но помимо горячей основы нам нужен еще небольшой кусочек основы, которая приподнимет этот конус над дном, потому что мне хочется, чтобы вокруг тоже была белая основа. Чтобы она не прижималась к краям, я приподниму. Это где-то сантиметр толщиной. Так вот. Вырезаем по диаметру дна. Не обязательно это должно быть ровно, потому что это просто подставочка. Вот, отлично, пусть стоит так. Так, белая основа уже горячая. Наш конус изрезанный целиком и полностью мы сбрызгиваем спиртом. Очень важно, чтобы спирт был везде, чтобы основа легко могла просочиться в эти разрезы. Помещаем в стакан на некоем возвышении. И теперь осталось вылить эту основу внутрь нашей апельсинки. И можно уже позаботиться о следующем стаканчике, чтобы сделать рыженькую корочку над беленькой корочкой. В общем, у нас будет многослойность. Для этого снова нужен стакан и какая-то подставочка еще выше прежнего. Примеряем где-то так. Пока мыло застывает, я сделаю основу для корочки. Для этого я добавлю в белую основу прозрачную, нагрею и покрашу. Основа уже горячая. Окрасим ее в более насыщенный оранжевый цвет для корочки, чтобы был контраст. Есть ощущение, что застыло это мыло у меня, поэтому я его открываю, достаю. Аккуратненько. Все сбрызгиваю. Наливаю немного основы в стакан. И утапливаю. Немножко переборщила. Ничего страшного. И стараюсь по центру это все сделать. И мне мало лужи, я ее усилю. Вот как-то так. И снова ждать. И в очередной раз застыл у меня стаканчик с мылом. И в очередной раз я его вспарываю. Осталось найти, где зацепиться, чтобы не повредить. Так. Отлично. Вот. Снимаем стакан. Здесь вы видите, что у меня корочка не идеальна, но я уверена, что вы в тишине своей кухни сделаете еще лучше. И пришлете как-нибудь. Отрезаем макушечку неаккуратную. И что же мы видим внутри? Мы видим красоту. Давайте резать дальше. Так. И снова красиво. И снова аккуратненько. И снова чудесное мыло на просвет, которое можно использовать и так, как готовое мыло, и нарезать тонкими пластинками и использовать для декора другого, следующего мыла. Ну разве не прекрасно? Чтобы скачать шпаргалку к этому мастер-классу, кликните на эту дольку. Когда вы скачаете все шпаргалки, у вас получится целая книжка. До свидания!